Всем привет, ребята, бонжур! И в этом видео я бы хотела вам рассказать, как же я получила права в Марокко, абсолютно без знания языка. Местное население говорит на дариже, это арабский диалект. Второй язык в стране французский, на котором, соответственно, я должна была сдавать тесты. Так как же можно было сдать теорию, не зная языка, спросите вы? Для начала у меня не было в школе специального обучения, каких-то занятий, где нам объясняли знаки, правила дорожного движения и так далее. То, как у нас происходит это дома. Здесь меня посадили за компьютер, дали мне тесты, которые приблизительно были похожи на экзамене. И я просто решала эти тесты онлайн. Столкнулась с сложностью перевода на русский. То есть сначала мне нужно было вопрос перевести на русский, дальше мы разбирали правильные ответы с моим учителем, который немножечко говорил на английском, но совсем шуя-шуя, это чуть-чуть надо реже. Вот. И чем больше я сдавала эти тесты, тем больше у меня откладывались какие-то слова на французском, которые мне нужны именно по вождению. Вот. В школу вождения я старалась ходить практически каждый день, ну, если получалось совмещать с работой. Буквально через месяц, где-то вот мне назначили инструктора по практике. Мы стали выезжать на полигон для тренировок. Там мы делали 3 основных норматива, те, которые нужны мне были для сдачи экзамена именно по практике. Это заезд задним ходом, парковка и въезд в гараж. В общем, вот тут и проходило мое обучение. Наверное, около месяца или 2 я занималась здесь, практически каждый день. Хоть Настюха и получила права, но надо и мне тоже экзамены поздавать, да? У тебя надо экзамен сдать? Да. Ну, поехали. Ну давай, парковочку продемонстрируй. Сейчас задание для нашего юного шумахера. Надо припарковать машину вон в тот воображаемый гараж. Ты готова? Да. Это не гараж, а парковочное место. Парковочное место. Все, поехали. Ну, с парковкой ты справилась довольно-таки неплохо. Вот, смотрите, припарковалась. Давай, садись, к другому заданию подъезжай. Здесь есть такая небольшая горка. У нас в Украине был экзамен. Нужно было заехать на гору, поставить ручник, тронуться наверх. Получается такой подъем небольшой. Настюха ставит на ручник, включает первую передачу и начинает трогаться. При этом машина не должна скатиться назад. Сейчас посмотрим, насколько она откатится. Машина назад. Вообще не откатилась. Ну что я могу тебе сказать? Ты со вторым заданием справилась лучше даже с первым. Поехали. Прокатнешь? Ну поехали. В общей сложности мое обучение длилось около 3 месяцев. Дальше мне назначили экзамен по теории. Теорию я сдала с первого раза, наверное, с перепугу я ответила правильно. Ну, из 40 правильных ответов можно было сделать, по-моему, 8 ошибок. Если честно, я не помню, сколько ошибок я сделала. Возможно, даже 8 и прыгнула в последний вагон. Ну, возможно, 6, я честно не помню. Вот, и дальше еще через месяц мне назначили уже экзамен по практике. И практику я сдала с первого раза. Вот, и мне сразу же дали бумажные права. Здесь мое обучение стоило мне где-то, по-моему, $340, если я не ошибаюсь. Неважно, в какие сроки у тебя получается, ты можешь обучиться и за месяц, а можешь за полгода и за год. Ну, то есть это такое, все от тебя зависит. То есть нет определенного срока? Нет. То есть нет, там прошло обучение месяц, у тебя там экзамен не сдала, все, там уходи, да? Да, да, да. Единственное, что если ты первый раз не сдаешь теорию, тебе дают шанс второй раз сдать теорию. Если ты ее не сдаешь второй раз, тебе нужно, по-моему, заново оплатить обучение, если я не ошибаюсь. Может, не всю сумму, но как-то так. Вот. Ну, мне получилось все с первого раза. Тут, кстати, в городе очень мало перекрестков. В основном вот такое вот круговое движение.
не знаю, хорошо это или плохо, но вот маленькие круги вообще супер. Но когда большие, боже, это стрёмно. Ариана, что скажешь, как мама водит, нормально? Тебе не страшно с мамой? Страшно, да, мне тоже. Ну куда? Я еду, главное. А вот, смотрите, Главное какая. едет. Я вот на курсах подучила немножко французский с моим инструктором по вождению, который даже на французском не говорил, а только вот на дариже, на арабском. Мы с ним буквально жестами общались. И тем самым он чуть-чуть русский подучил, я чуть-чуть подучила арабский. И как-то, я не знаю, главное не стрессовать, что ты ничего не понимаешь. Кнопки-то везде одинаковые, педали, скорости и все такое. И, кстати, я проходила обучение на механике. Сейчас наша машина тоже на механике. Поэтому это вообще я киборг. Мне кажется, даже если есть возможность выбирать, получить права дома либо здесь, я бы, наверное, выбрала все-таки здесь, нежели дома. Ну, возможно, дома сильнее школа. Тебя обучают... Невозможно однозначно. Однозначно. Вот Стас это подтверждает, потому что нас не обучали, вот, например, трогаться под горочку. Мы не ездили в городе, выезжали буквально пару раз, и то, чтобы доехать до этого полигона, где мы обучаемся. В Украине, получается, 20 вопросов, 2 допустимые ошибки у меня было. А здесь 40 вопросов и 8 допустимых ошибок. Ну, Да. Сами посчитайте. Можно наугад, в принципе, сдать теорию. Да, я так считаю. однозначно. Ну и самое, что мне больше всего понравилось, что это все как для детей. Картинка. Ты можешь обогнать эту машину или нет? Ну, то есть ты логически понимаешь, что нет. И там особо даже мне французского не нужно было знать много. А вот в Украине, например, вопрос какой-то, и там 4 варианта ответа, и все похожи. Понимаешь? Нет, Ну, то здесь есть там... такого нет. Здесь там- тебя специально не запутывают. И просто проверяют даже на логику. Меня никто ничему не обучал. Мне не выдавали никаких учебников, которые нужно было заучить. Либо нормативы, которые нужны, как это ПДР, да, правила дорожного движения, как у нас дома. Здесь такого нету. То есть я проходила тесты, которые приблизительно были такие, как у меня на экзамене. В общем, вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Делитесь своими историями в комментариях, как вы получили права, либо, возможно, вы бы хотели получить. У вас есть какие-то тоже вопросы ко мне, задавайте и пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Пока!